Сегодня я буду управлять государством в мирное время в игре Демократия 4. Для игры предлагают несколько стран, начиная с Америки и заканчивая Японией. Да, здесь нет России, но если вам зайдет данная игра, то можно установить сабмод на Россию и поиграть за нее. А сейчас я хочу погрузиться в партию за Германию, которая с 49 года является демократией. Проживает здесь почти 84 миллиона человек, является мировым лидером по климатическим и энергетическим методам, а также количеству зоопарков и экспорту. Так что давайте посмотрим, что мы сможем сделать в этой стране и во что я превращу демократическую Германию. Со старта нам тут предлагают название партии игрока, то есть нашу с вами партию выбрать, как она будет называться. Вроде как можно назвать и самим, либо же подобрать из тех партий, которые есть. И также вариант двух оппозиционных партий, которые будут против нас бороться и участвовать на выборах. В итоге я решил остаться новыми правыми, а оппозиционные партии — это партия равенства и демократы будущего. Настройки я менять не стал, оставил все, как предлагает игра, ибо я впервые осваиваюсь и играю, так что давайте. Начинаем. И у нас тут такая загрузочка, где тут распространяются фейки и все прочее. И вот, поздравляем с победой на выборах. Добро пожаловать, канцлер. Жизни 84 миллионов граждан в ваших руках. Как вы сами понимаете, есть ряд ситуаций и проблем, с которыми вам нужно разобраться как можно скорее, но не забывая при этом о долгосрочном улучшении качества жизни наших граждан. Кроме того, следует помнить, что через 4 года вас ждут новые выборы, поэтому следите за опросами общественного мнения и членством в нашей партии. Удачи! И нам тут показывают основные, как я вижу, направления. Это уровень ВВП, уровень здоровья и образования. Они у нас на хорошем уровне. Бедность минимальная. Я так понимаю, достаточно высокий уровень преступности. И безработица, неплохая. И на последних выборах ваша партия набрала большинство голосов, это 10%. Да, большинство, 10. Ну ладно, приступить к управлению страной. И вот посмотрите-ка на наше основное распределение от богатых до пенсионеров. Это у нас по населению и по настроениям. Здесь у нас доходы и расходы, в итоге дефицит бюджета, какой мы сами имеем долг. А здесь у нас с вами разные подразделы. Первое — это у нас брифинг со спецслужбами. Можем посмотреть, как у нас тут спецслужбы в стране справляются. Здесь мы можем распределить по популярности, по взвешенности, по финансам, по влиянию, по значению. То есть, как нам будет с вами удобнее. Здесь посмотреть бюджетик, типов избирателей, группы, изменения. Компас распределения, я так понимаю, наших жителей, которые проживают в нашей стране. Здесь у нас общий бюджет по доходам, расходам и разнообразные графики. Здесь же политические решения в разных направлениях, которые требуют денег, платы и улучшают, либо же ухудшают отношения с теми или иными фракциями, назовем их так. Кроме того, конечно же, есть достижения и кабинет министров. Зеленые — те, кто нами доволен, а вот эти вот весьма недовольны, и их либо стоит заменить, либо же стоит их задобрить. Так что посмотрим, как мы с вами решим. Ибо это очень важно, они дают нам силу политическую, которую можно как раз будет тратить потом. Ну и, собственно, предвыборная кампания. Можем посмотреть, какая у нас ситуация. У нас с вами членство сколько, и демократов будущего. Посмотрите, у нас 3000 увеличение явки благодаря активистам, у них 15 миллионов, и здесь 3000. Да, демократы будущего — это явно какая-то проблема и не лучший вариант. Ну что ж, посмотрим, сможем ли мы вообще что-нибудь против них противопоставить. А сейчас давайте найдем какие-нибудь законы, которые можно внедрить. И, пожалуй, первое, с чего я начну, это гранты на развитие сельского хозяйства. Страна все-таки большая, народу также проживает много, поэтому давайте-ка запилим здесь, я даже не знаю, какую поддержку сильную слишком, это очень огромные траты. Хотя и все нами довольны. Давай повышение где-нибудь на 25%, вот так вот оставим и применяем. Отличненько. Первый закон готов. Правда, популярность наша от этого сильно не выросла. Но давайте новые законы посмотрим. Что тут еще можно взять? И, пожалуй, возьмем стимулирование удаленной работы. Да, в Германии проблемы с большим количеством использования автомобилей, а так мы уменьшим трафик. Что нам упростит жизнь? Смотрите, использование автомобилей как раз, все прекрасно. Давайте-ка на среднем уровне, я не буду сильно повышать. Применяем. И на этом у нас, собственно говоря, все. Больше законов за этот ход мы никаких принять не можем. Поэтому следующий день. И возвращаемся к управлению. Здесь нам небольшой отчет. У нас лучшая ситуация с безработицей стала, лучшая ситуация с ВВП, но остальное пока на том же самом уровне.
И по нашим данным, если мы срочно не примем меры, скоро возникнет специально негативная ситуация. Уклонение от налогов на международном уровне. Ничего себе. И результат опросов не внушает оптимизма. Мы получим 20% голосов всего. Следом еще и дефицитик. И срочный политический вопрос, который требует решения. Давайте посмотрим, что за вопрос. Медицинский маркетинг. Определенные фармацевтические компании давали деньги и оказывали поддержку тем врачам, которые прописывали их лекарства, даже если эти лекарства не были нужны пациенту или не очень подходили для его лечения. За последние месяцы число таких случаев увеличилось. Пока не было нанесено никакого вреда здоровью, но это лишь вопрос времени. Ну давайте введем административные нормы, все-таки это как бы не норма, и пускай наш народ лечит, я все-таки за народ. Давайте-ка, и видите, как это влияет. Капиталисты недовольны. Также недовольна частная медицина, но зато одобряют пенсионера, и здоровье в целом-то нации наше повысилось. Так что все нормально. Ну подумаешь, капиталистов позлили, ну мало ли не бывает, да, такого. Что ж, популярность наша, да, чуть-чуть подросла, кстати, уже хорошо, но нам бы ее хотя бы добить до 70-60%, тогда уже можно жить. А так давайте новые законы придумывать. И я думаю, самое важное — это работа полиции с населением. Да, чтобы работали вместе с общим, не просто контролировали, а работали, узнавали, что и как. У нас, как видите, преступность уменьшается очень хорошо, и пьянство, и безработица тоже. Так что давайте реализуем это дело. Видите, как сильно можно, конечно, на максимум вообще бахнуть, но слишком большие расходы, и не так сильно, на самом деле, что меняется. Поэтому оставим на уровне, принимаем это дело. Надеюсь, народ это одобрит. Следом также давайте неделю национальных вооруженных сил. Патриоты, также сильный лидер и патриот. Тратиться много на это дело не будем. Но надо же нам восхвалять свою родину, своего великого правителя, который ведет Германию к светлому будущему. И, в общем-то, здесь больше ничего такого интересного не осталось. Хотя вот это бы я бы не против применить, хоть и популярность среди голосующих не сильная. Но здесь достаточно так неплохо уменьшается как раз-таки уровень преступности, а нам это тоже не повредит. Давайте лучше организуем молодежный совет по политике. Ибо молодежь — это как раз и подрастающее поколение, которое еще не знает, кому, куда, как поддерживать, а мы уже с детства, с молодости будем их приучать, что надо голосовать за нужную партию. Давайте реализуем этот проект. Молодежь нами весьма довольна, даже на максимум закручу. Прекрасно. Будем их активненько поддерживать. Ну и в экономике нам, наверное, надо развивать городские фермы. Это как раз продолжение того, что мы с вами делали. Сельское хозяйство продолжаем развивать дальше. Ну и тоже здесь на максимум, не страшно, расходы не такие большие. Ну и все, на этот ход, пожалуй, закончим. И надо будет в ближайшие ходы нам выправить бюджетик, а то дефицит достаточно большой. Все-таки хотелось бы, чтобы мы в плюс выходили. Ну и что мы видим? Безработица лучше, здоровье лучше. Дефицит уже, кстати, всего-навсего 18, а было хотя 23. 3% мы добавили к голосующим. Ну и есть срочный вопрос. Полиция требует, чтобы вы разрешили обыск людей на улицах, если возникнет подозрение, что тот или иной человек может быть виновен в преступлении. Сейчас полиция не может никого обыскивать без ареста. Ну знаете, с одной стороны это надо, потому что мало ли там какая-то подозрительная личность, ее надо смотреть, а с другой стороны это недовольство среди народа. Но давайте предоставим полномочия. Давайте. Я понимаю, что недовольны либералы, но преступность, и точнее ее уменьшение, это важнее. Ну и да, дефицит, смотрите, всего-навсего 18. Давайте теперь по денежкам посмотрим. Госпенсия, сколько мы тратим на школу. А по доходам, подоходный налог, налог с продаж и налог на зарплату. Кстати, у нас всех больше приносит. Ладно, давайте немножко налогов новых сделаем. Что тут люди более всего готовы принять? Проект по инвестициям в предприятие. По-моему, это не налоги нам, это мы будем, наоборот, поддерживать народ. Окей. Налог на частные перелеты. Собственно, потенциальный доход. Реализовать. Цена, доход. Авиаперевозки уменьшатся, богатые будут недовольны. Давай сильно зажимать тоже не будем. Вот так вот. ВВП сильно не уменьшится, зато денежку нашу казну пойдет побольше. Погнали. Хороший закон. Многие, конечно, недовольны, у нас сразу же очков власти осталось очень мало. Ну и чтобы немножко успокоить народ, давайте субсидию на здоровое питание выделим. У нас как раз денежки в бюджете есть, поэтому... Ух ты ж. Дорого, конечно, но зато здоровье как подрастет. Давай. Все, на этом ход заканчивается. И что нам скажут? Преступность уменьшается, хорошо.
Сегодня разгневанный продавец ретро-автомобиля объяснил, как именно чудовищная правительственная политика ограничений на выброс выхлопных газов разрушила его когда-то процветающий бизнес. Ну что поделать, какие-нибудь коллекционеры все равно у тебя купят, так что не переживай. И международная организация присвоила одной из достопримечательностей в нашей стране статус объекта всемирного наследия. Нормально, так что у нас будет туристов побольше в стране, это плюс, уже 26% поддержки. И дефицит уже всего 8,7, смотрите, как хорошо повлиял наш закон о деньгах. Мы потихонечку выравниваем бюджет. Следом давайте-ка госадвоката, наверное, ведем. Все-таки это нужная вещь. Тратится, конечно, на него много, но зато народ будет за нас, и социалисты, и бедные, и равенство. Так что давайте применяем это дело. Ну и, собственно, нам бы не помешало здесь ряд вещей улучшить. Во, свобода прессы, кстати. Высокая. Ух. Ладно. Прослушивание разговоров. По предписанию суда только я не могу сменить, да? Было бы неплохо, конечно, на максимум вкрутить. Да-да-да, отмена, мы ничего здесь менять не будем. Ну да ладно. И давайте комендантский час. Не дают у нас очков, к сожалению, не хватает. Ладно, тогда давайте что-нибудь другое. В поддержку стартапов. Вот, точно. Давайте будем самозанятых развивать, чтобы люди придумывали что-то новое в нашей стране. Траты здесь не такие большие, как раз применяем. Ну и смотрим, к чему это приведет на следующий ход. По показателям все нормально, преступность пока держится, и дефицит уже 7,2. Отлично, это несмотря на то, что мы, наоборот, больше тратились. 32% партии уже нас, народа поддерживает нашу партию. И скоро возникнет опять уклонение от налогов. Ладно, и срочный политвопрос. Так, мы строим все больше домов, и территория, которая когда-то была общественной и использовалась всеми гражданскими для прогулок и туризма, теперь закрывается и огораживается, становясь частным владением. Активисты-социалисты протестуют против подобных изменений и призывают расширить права прохода граждан по территории своей страны. Ну, как бы знаешь... С одной стороны, я согласен, что слишком много закрывать плохо, но как здесь по описанию, что тут через фермы будут ходить. А вот это вообще странно, зачем по фермам ходить прохожим? Че, обойти что ли нельзя? Поэтому нет, не будем здесь ничего предпринимать. Фермеры, между прочим, довольны. Я за фермеров топлю. Здесь не просто в городе где-то, именно фермеры. Фермеры важны. Будем их активно поддерживать. Странно, что фермеры и социалисты друг с другом не договариваются. Все-таки о народе заботятся и те, и другие. Но, видимо, по-своему. Ну и, кстати, раз у нас новое чудо света, то давайте туристическую рекламную кампанию пропишем, чтобы у нас туризм лучше рос, развивался, все-таки это хорошее дело. Гражданство на продажу я даже делать не собираюсь, это, извините меня, странная вещь. И нам предлагают, кстати, бесплатный проезд на автобусе реализовать. Затраты, конечно, офигеть какие большие, но нам сейчас это необходимо, чтобы за нас как можно больше народу голосовало, поэтому принимаем данный закон. Ну и следом, знаете что, давайте-ка компанию сохраним, страну в чистоте тоже сделаем. А то многие мусорят, не заботятся о стране, а мы давайте компанию проведем, чтобы все было хорошо, заботились о стране всеми возможными силами. Ну и что ж, заканчиваем на этом ход. Смотрим, как по поддержке. 38, отлично, преступность падает. Переполнение тюрем. Все, больше не являются переполненными. То есть смотри, у нас с преступностью все улучшается. Экономический прогноз, все отлично, положительно сказано на нашем ВВП. И у нас дефицит примерно такой же сохраняется. И срочный политвопрос. Скандал с выбросами от дизельного топлива. Разразился большой скандал, когда выяснилось, что многие самые крупные и влиятельные автомобильные компании в нашей стране откровенно лгали о количестве выбросов, которые поступают от их дизельных автомобилей, умышленно создав крайне выгодную схему мошенничества на официальных испытаниях. Как полиция должна действовать в этом невероятно резонансном деле. Ну и давайте немножко гаечки-то позакручиваем, по возможности посадить директоров в тюрьму. Мы должны быть на 100% уверены, что здесь, в Германии, перед законом все равны. Выбираем. Ну, смотрите, индекс доверия бизнеса упал капиталиста, но зато международные отношения в плюс. Это нам может потом помочь, когда у нас ситуация внутри будет нестабильная, мы можем запросить помощи у кого-нибудь. Отлично. Ну и, пожалуй, надо с преступностью дальше разбираться. Давайте программу защиты свидетелей. Не очень довольны, конечно, избиратели таким подходом, но это необходимо. Давайте на максимум будем защищать свидетелей. Это нам поможет разобраться с преступными делами, которые у нас в стране все-таки есть. И надо как-то это дело улучшать. Ну и, кстати, чтобы росло здоровье, давайте-ка зарубимся на бесплатную проверку зрения. Да,
будем нашим людям предлагать проверять зрение на максимум. Бедность упадет, капиталисты будут недовольны, но зато бедняки за нас. А это, между прочим, очень важно, потому что бедный класс не так сильно нас поддерживает, а значит, это хороший шанс получить больше поддержки. Ну и чтобы дальше развивать, наверное, международные отношения и торговлю, что, между прочим, приносит денежки, давайте-ка торговый совет реализуем. У нас как раз международные отношения неплохо поднялись только что по ивенту, а мы продолжим это развивать. Ну и еще о народе позаботимся, я думаю, бесплатные школы родителей сделаем, чтобы они могли лучше общаться со своими детьми и давать нашему государству образованное, адекватное, молодое поколение. Здесь я даже, наверное, готов на максимум прям вложиться без вопросов. Несмотря на то, что это огромные траты, но я надеюсь, оно того стоит. Ну и что мы с вами смотрим? Падение преступности. За свой роман местный писатель получил самую престижную международную литературную премию. Действие романа происходит в нашей стране, что повысило статус нашей нации во всем мире. Опа-на, смотрите-ка, как хорошо-то. 43% уже за нас голосуют, лояльные эти, и бюджет, ну, также небольшой дефицитик, все вполне себе хорошо. Здоровье, кстати, на максимальном уровне почти, еще чуть-чуть добить. И так-то в целом живем вполне себе. И по поводу министров, кстати, я не особо-то обращал на это внимание. Здесь проблема в министрах в том, что у них у каждого есть симпатик, то есть социалистам и автомобилистам. Как вы помните, мы немного разодорили социалистов и автомобилистов, поэтому она до сих пор недовольна нами. Также здесь пользователи транспорта, он тоже недоволен, потому что мы их немного занижали. Здесь профсоюзные деятельности и социалиста, опять же, не нам в плюс. По экономике тоже автомобилисты и, ну, родители, с другой стороны, все равно автомобилисты в минус. И родители либералы. Мы можем уволить за один капитал, и я же могу никого не увольнять, а вот так вот назначить. Все, хорошо. Давайте найдем на соцобеспечение человека. И знаете, из всех вариантов, что-то как-то никто с моей политикой особо не подходит, но разве что пенсионеры, я за них, в принципе-то, топлю, и профсоюзные деятели. И, кроме того, более-менее так, социальное обеспечение. Мне надо еще найти того, кто хочет на социальное обеспечение, посмотрите-ка, то есть вот. Ну давай тогда, всего один будет давать, но это мало. Вот давай тогда тебя, социалиста, бюджетники. Вот бюджетников мы поддержим, так что нормально, отлично, у нас капитала чуть побольше будет. Каждый ход даваться на законы. Я, конечно, тоже пока не понимаю, как там министров хорошо назначать, но вроде более-менее пока живем. Давайте новые налоги закрутим, а то что-то как-то деньжат маловато. Хотя, перед тем, как налоги, давайте-ка проект по инвестициям в предприятия сделаем, чтобы у нас рос ВВП, чтобы самозанятых, опять же, становилось больше. Мы же это делаем с вами, и будем продолжать дальше. Это почти 1,5. Ух, какие огромные траты. Но я надеюсь, оно того стоит, и народ как бы одобрит такой подход. И, между прочим, по госуслугам, знаете, что надо? Информационная кампания о травле в интернете. Мы же растим с вами хорошую молодежь. Да, поэтому должны ее как бы обучать с малых лет хорошим вещам. Опа, чтобы никакого буллинга в интернете. Ну и следом, наверное, стоит заняться лесовосстановлением, хотел сказать я. Ну да, болезни органов дыхания меньше, во. И безработицы меньше. Конечно, траты огромные, но оно того стоит. Все, очков у нас больше нет, погнали в следующий ход. Сейчас, наверное, дефицит станет больше. 9,2, не страшно. Зато уже 55% голосов за нас. И опять срочный вопрос. Раздневные граждане протестуют против строительства линий электропередач на территории их деревни. Эти ЛЭП необходимы, чтобы расширить использование возобновляемых источников энергии. Отказ от их строительства будет означать задержку экономического развития, но если вы проигнорируете граждан, их гнев и желание отстоять свою позицию станут еще сильнее. Но давайте пойдем навстречу гражданам. Кроме того, есть мнение, что ЛЭП негативно влияет на здоровье граждан, живущих рядом с ними. Давайте как-нибудь обойдем это дело. Вот, правильно. Мы опять же поддержку всех и поддержку фермеров забустили. Ну а капиталисты, эти капиталисты. Подумаешь. Давайте продолжаем нашу работу. 17 очков, опять же, от министра все это зависит. Уже 2 он дает, это 2,2, кстати, либералы-социалисты. Это чуть более довольный стал, а вот это вообще недовольный, автомобилисты, родители. Надо что-нибудь найти, чтобы родителям в плюс шло. Хотя, зачем нам эти родители, когда мы можем продолжить ветку развития молодежи? Программа для молодых предпринимателей. Смотрите, у нас молодежь растет, ее родители активно развивают, мы их активно поддерживаем на учебе. Теперь давайте поддерживать, чтобы они предпринимателями становились. Вот, все. Я не буду сильно повышать, хотя, с другой стороны, можно и повысить на самом деле. Молодежь будет очень довольна этим делом, а нам-то только в плюс. И следом же давайте гранты для малого бизнеса тоже выделим. Они явно же предпринимателями будут становиться не сразу крупными.
начинать с малого бизнеса, поэтому давайте им помогать на этом нелегком пути. Конечно, траты огромные, но я думаю, оно того стоит. И, собственно, на этом все. На самозанятые, как видишь, потихонечку так растут. Но богатый средний класс все нами до сих пор недовольны. Зато молодежь уже почти на зеленом уровне, да и фермеры, смотри, как нас любят. Я прям начинаю действовать именно на фермеров, на молодежь, частично также еще и на родителей. Давайте к следующему ходу посмотрим, что нам там скажут. В принципе, по основным показателям на здоровье, разве что доросло до высоких значений ВВП вообще прекрасно, и 60% уже за нас. Бюджет, правда, немножко теряется, но это ничего пока не поделаешь. И давайте вопрос. Свобода информации. Прозвучали призывы к принятию закона о повышении доступности информации, которая хранится в базах данных о гражданах без их ведома. К ним относятся документы, хранящиеся в частных медицинских клиниках, страховых компаниях и коллекторских агентствах, а также данные, которыми располагает госведомство. Но вот знаешь, это вообще очень тяжелый закон для принятия. То есть, например, храниться в частных медклиниках, ну норм, страховых тоже. Коллекторские, конечно, ну уже такое. И госведомство, почему должны все об этом знать, это странно. Это же информацию может кто-нибудь левый потом просто использовать против этих же людей. Поэтому я бы отклонил это дело. Я понимаю, что либералы сильно недовольны, но бюджетники зато в плюс. Ладно, такой вот у меня выбор. Давайте ряд законов о зелени, об окружающей среде продолжим вводить. Ну, чтобы народ становился еще более довольным, что мы заботимся о зелени. И давайте, кстати, откроем фонд социальной справедливости. Траты здесь небольшие, но зато посмотрите-ка. Фонд поможет избавить таких людей от некоторых проблем и позволит им почувствовать себя принятыми в обществе. Как раз поможем бедным и недостаточно обеспеченным. Не, ну это же хорошее дело. Будем помогать слабым слоям населения подняться, стабилизироваться и найти свое место в жизни. Кроме того, давайте сделаем субсидии на молодежные клубы. Это место, куда можно пойти, чтобы они какие-то там левые тусы ходили, а туда, куда можно. Это уменьшит преступность, уменьшит социальное поведение, да и порадует молодежь и родителей, а это хорошее дело, я даже готов здесь вкрутить на максимум это дело, принимаем. Ну и на остаточек у нас тут есть с вами возможность, компания по совместному... О, кстати, да, давайте, чтобы у нас не вот один в автомобиле ехал, а чтобы вдвоем, втроем, вчетвером. А то на дорогах пробки, проблема, так что давайте применяем это дело и смотрим, как народ воспримет ряд этих законов. Ну, в целом, 65%, рост не сильный, зато у нас ВВП чуть получше. И испытание ядерных ракет в соседней стране. Ух ты ж, вот это, конечно, соседнее изоляционистическое государство провело испытание своих ядерных ракет в непосредственной близости от нашей границы. Вы, наверное, тоже знаете географию нормально. Какая же страна рядом с Германией в изоляции и проводят испытания ядерных ракет? Мне интересно. Аж на границах. Так, что ж там за страна-то в изоляции находится? Ну да ладно, допустим. Хорошо. Подскажите мне, пожалуйста, мне даже самому интересно, что это за страна, которая граничит с Германией и находится в изоляции. Надо, видимо, к ней в гости прийти и сделать ее не изоляционной, а нашей. Собственно, нам надо денежки поднимать, да, поэтому давайте, ВВП у нас хороший, он потерпит немножко. Бах, закон об упаковке. Плюсик. Следом налоги, налог на Нет, не очень народ доволен. Закон о пластике. Да, тоже на максимум. Нам нужны денежки. Ну и, собственно, больше ничего не примем за этот ход. 7,64 у нас было, давайте посмотрим, как теперь. 7,34. Это профицит. Ура! Посмотрите-ка. Пару закончиков, они немножко обронили наш ВВП, но зато у нас теперь бюджет в плюсе. Это хорошее дело. И 69% за нас. Хороший показатель. Ну и срочно полит вопрос. Полицейские арестовали мошенника, который к тому же является нелегальным иммигрантом. Обычно таких людей депортируют обратно в их родную страну. Но этот человек утверждает, что на родине его, скорее всего, подвергнет пыткам правительства. А с чего мы должны ему верить, что его там подвергнет пыткам? Это раз. Во-вторых, он нелегал и мошенник. Ну, как бы, извините меня, езжай в свою родину. Я теперь не сострадальный. Ух. Извините, но закон есть закон. Перед ним все равны. Поэтому
куда подальше, пускай уезжает. Так, ну денежки у нас теперь в плюсе, можем позаботиться еще больше о народе. Обязательно установка счетчиков воды. Это как бы не только защита окружающей среды, это еще и больше денежек в бюджет должно приносить, ибо мы будем тогда точно отслеживать, кто сколько воды тратит, а не просто по общей ставке брать. Так, дальше мы можем стандартизировать топливную эффективность. Но это тоже хорошее дело, конечно, всего 34 миллиона, серьезно? Да конечно же, давайте. Меньше будет выбросов углекислого газа, лучше использование автомобилей станет. Ну и как я вижу, у нас бедные еще не до конца нас поддерживают и фермеры, да? Давайте тогда это денежки потратим на талоны на продукты. Да, в стране будут талоны на продукты на максимальном уровне. Зато популярность у избирателей, посмотрите, какая громаднейшая. Конечно же, применяем. Ух, это странное решение, ну да ладно. И нам предлагают совет предпринимателей сделать. На самом деле, хорошее дело, с учетом того, что мы ВВП обронили. Давайте мы его теперь вернем, притом достаточно дешево. Все, ход закончен. И что нам скажут? То нормально, ВВП обратно в рост, бедности вообще нет. Все, мы победили бедность. Кроме того, 72% уже голосуют за нас, то есть мы весьма популярны. Ну и дефицит небольшой есть, мы его выправим, это не такая уж и большая проблема. 5 ретро-автомобилей продавец недоволен, и срочный вопрос. Богохульство. В интернете пользуется популярностью один сайт, который вызывает резкую критику религиозных слоев общества. Религиозные лидеры считают такой сайт богохульством и требуют его закрытия. У правительственных учреждений прошли ожесточенные протесты с требованием принять меры. А какая разница? Это интернет, свободное пространство. И тут хорошо на самом деле написано, не успеешь оглянуться, как капиталисты захотят запретить онлайн-архивы с трудами Карла Маркса. Да, поэтому нет, ничего не предпринимать. Подумаешь, нами религиозные деятели недовольны, но как бы странное дело. Пишут и пишут. Не воспринимайте, не читайте, не обращайте внимания, и все. Все будет хорошо. Ну что, в общем, вот такая вот у нас пробная серия по данной игре. Здесь весьма интересная система раскрывается, постепенно открываешь новые законы, добираемся понемножку к выборам, они уже очень скоро будут, через 5 ходов. Популярность, кстати, у меня подросла хорошо, видите, как многие нами довольны, ну, я бы даже сказал, большая часть. Тут недовольны разве только богатый и средний класс, зато все остальные, пенсионеры, бюджетники, молодежь, фермеры, все за нас, а это весьма важные слои населения, которые как раз и составляют большинство. Сомневаюсь, что у нас в стране особо много богатых. В общем, пишите, как вам, интересно или нет, и хотите ли вы видеть продолжение. Хотя бы доиграть до выборов, посмотреть, как здесь выборы и что нас ждет после них. Если же у вас есть какие-то советы по данной игре и предложения, то также оставляйте их в комментах. Ну а так, если зашло, то поддерживайте лайком, подписывайтесь на канал и до скорых встреч в новых роликах.